Всем привет! Вы на канале Мехамозг, меня зовут Евгений. Друзья, в этом видео я решил показать, как вытачиваю на токарном станке что-то непрактичное, при этом интересное и почти невозможное. Я уже показывал, как сверлю квадратные отверстия, треугольные отверстия, протачиваю шестигранники, квадраты и как-то даже на токарном станке выточил нож. Но 5-7 граней это уже не интересно, а вот 57 граней это уже что-то будет поинтереснее. О чем, собственно, речь? Недавно мне попался на глаза вот такой вот эскиз, и я подумал, почему бы не попробовать выточить на токарном станке бриллиант. Классическая гранка, 57 граней, задача для токаря почти невозможная. Здесь ключевое слово «почти». Бриллиант решил делать из алюминия непосредственно из этих кастрюль, предварительно их переплавив. Почему именно из кастрюль, скажу немного позже, а сейчас задача поместить довольно объемные кастрюли непосредственно в тигель. Задача сложная, но вполне себе осуществимая, если есть наковальня и молот. Итак, получилось отлить у меня 3 болванки. Возникает вопрос, почему 3, а не 5 и что это за надписи. Дело в том, что это не те же самые болванки, точнее вот это та же самая, а эти две другие мною уже переплавлены и добавлены определенные легирующие элементы. Думаю, многим известно, что чистый пищевой алюминий тяжело обрабатывается на токарном станке, потому что очень мягкий и налипает на резец. Мне же нужен хороший сплав. Покупать маркированный в моем случае несерьезно и бросать в тигель все алюминиевые детали, попавшиеся под руку, и надеяться, что получится хорошо, это лотерея. Я же не придумал ничего лучше, как брать пищевой алюминий, он относительно чистый, и добавлять в него определенные ингредиенты. В первый сплав я добавил 5% меди. Берется тонкая медная проволока и погружается в тигель с расплавленным алюминием. При этом она здесь не расплавляется, а растворяется, потому что температура ниже температуры плавления меди. Во второй сплав добавил 20% ЦАМа. Мне попалась запчасть от автомобиля, на ней хорошо видна маркировка ЦАМ-4. Добавляю его в расплав в необходимых пропорциях. В заводских условиях медносодержащие и цинкосодержащие сплавы еще и подвергают закалке с последующим старением. Я как ни старался, у меня ничего подобного не получилось, но при этом мои доморощенные сплавы все равно обрабатываются на токарном станке гораздо лучше, чем чистый алюминий. Да, и еще очень важный момент. Если лить алюминий просто в форму, отливки получаются пористыми. Для того, чтобы отливки получались чистыми, я применяю примитивный, но вполне рабочий способ центробежного литья в токарном станке. Я недавно показывал в шорте, как это происходит. По непонятным для меня причинам там произошло задымление. В этот раз я решил перестраховаться и для своей вентиляции в окне приобрести принудительную вытяжку. Нашел подходящий для меня образец, приобрел и установил ее. Работает она хорошо. Единственное, что в этот раз, конечно, она не пригодилась. Задымление
при центробежном литье не произошло. Лью алюминий я в токарном станке, думаю, не в последний раз, еще пригодится. Да и порой я балуюсь сваркой и трением. Таким образом, отливка получается гораздо чище. Один из этих сплавов я и планирую использовать для вытачивания бриллиантов, какой пока что еще не решил. А еще для наглядности хотел провести простой тест, ударить болванки углами одна о другую и посмотреть, что получится. В данном случае тверже оказались сплавы, но это было и прогнозируемо. А вот как поведут себя сплавы между собой, давайте посмотрим. Итак, на мой взгляд, медь пострадала меньше, но здесь может иметь место термическая обработка, какая-то сильнее закалилась, какая-то нет. И меди я добавлял и 10%, это никак не повлияло на твердость в моем случае. А цинка можно было добавить и больше, и был бы сплав более твердый. Но я побоялся, что он станет серым, а мне для блестящего бриллианта надо все-таки как можно светлее. О материалах, я думаю, рассказал я достаточно. Теперь о технологии изготовления бриллианта. Я ранее показывал, как протачиваю шестигранники, для этого использовал вот такую вот фрезерную головку для удержания 6 режущих элементов. Теперь пришлось изготовить фрезерную головку аж для 16 режущих элементов. Пришлось с ней повозиться, но я справился. Сплав решил все-таки использовать медисодержащий. Мне почему-то он больше нравится. Но далее в дело пошло приспособление для полигонального точения. Есть много видео на моем канале об этом приспособлении, о его работе. Повторяться мне бы не хотелось. Единственное, что хочу сказать, вращение, так сказать, бриллианта и фрезерной головки идет в соотношении 1 к 2. Ну а далее, я думаю, комментарии излишни.
В результате получился вот такой вот, условно сказать, алюминиевый бриллиант. Конечно, есть свои огрехи и неточности в нем, но, возможно, следующие образцы получатся получше. Надеюсь, видео было для вас полезным, ну или хотя бы интересным. Если так, то не забудьте поставить лайк. Всем творческих успехов, до новых встреч!